Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на мою любимую кухню. Сегодня мы с вами, как всегда, приготовим что-то очень вкусное, быстрое и полезное. Дорогие мои друзья, я вам предлагаю приготовить сегодня вместе со мной мини-пиццы. Я позавчера была у своих внуков и... Бабушка, что мы будем кушать? Я спрашиваю, что вы хотите? Пиццу! Ну, окей, пиццу. И я придумала такой очень даже легкий рецепт, но полезной пиццы. И я сделала из обыкновенной пиццы просто-напросто мини-пиццы. Боже мой, вы даже не можете представить, какой это был фурор. И это все готовится быстро, вкусно, полезно, и дети эту еду обожают. Ну что, начинаем готовить? Для нашей вкусной полезной пиццы нам понадобится, конечно же, орудие труда. Это лопатка, кисточка, пара ложечек, вилочка и маленькое полотенце. Горсть я взяла разных зеленых таких травок, как руккола, шпинат. 100 грамм, 150, наверное, будет здесь у меня тертого сыра. Пару слайсов вяленой говядины. 100 грамм рисовой муки, которая у меня цельнозерновая, одно яйцо, 225 грамм протертого творога, потому что в Дании другого нету, называется кварк, 3 маленьких огурчика маринованных, которые вот так вот немножко порубила, и мы потом притрусим нашу пиццу этим пикантным огурчиком. Где-то слайсов 10 у меня сладкого болгарского перца, половина луковицы красной, видите, тоже так колечками ее порезала, и 2 черри помидора. Ну и, конечно же, немножко, буквально пол-ложки у меня чайной порошка для печенья, это разрыхлитель. Я взяла тоже чайную ложечку сухого чеснока, томатная паста у меня со специями и 1 чайная ложечка растительного масла для того, чтобы мы смазали пергаментную бумагу, которую я уже положила на противень. Ну и, естественно, мой дорогой друг, это миксер и глубокая чаша, где мы будем с вами замешивать наше тесто. Ну что, приступаем к нашему процессу. Сначала мы в чашу отправляем наш творог, затем яйцо, плюм, ну и, конечно же, муку, как я уже сказала, рисовую. Теперь мы все это перемешаем миксером. А, да, мы еще должны добавить разрыхлитель, конечно же. И все это мы перемешаем. Вот такое у нас с вами получилось тесто. И я вам советую оставить его где-то на минут 10. Пусть оно постоит, может, в холодном месте или же даже так вот при комнатной температуре. Мы сделаем это для того, чтобы тесто немножко загусло. Рисовая мука войдет во взаимодействие с другими ингредиентами, с нашим творогом и яйцом, и оно будет таким более эластичным. Тесто у меня постояло 10 минут в прохладном месте, в холодильнике, и вот оно такой консистенции стало. Теперь я его разделю на 4 части, и у нас с вами получится 4 мини-пиццы. Но прежде чем мы начнем формировать наши мини-пиццы, давайте смажем наш лист пергаментной бумаги, чтобы у нас ничего не прилипало, и все было красиво. Вот так вот. Ну и теперь смачиваем ручки в воде и начинаем делать такие маленькие коржики. Оно немножко такое, видите? Поделим его сюда, положим. Теперь второй корж.
третий. Так вот. Может быть, даже у нас, знаете, с вами получится и 5 из этого. 4. Да, вполне возможно. У нас с вами будет 5 мини-пиццочек. Пятую мы разместим вот здесь по центру. Давайте так сделаем. Теперь я беру ложку, макаю ее тоже в воду и формирую наш корж для будущей пиццы. Не забывайте окунать ее, когда ваше тесто не будет прилипать. Видите, такими кружочками, может быть более тонким. Следующую. Ну вот, у нас с вами получилось 5 мини-пиц, и теперь мы начинаем самый интересный процесс. Мы берем кисточку и каждый наш корж смазываем томатной пастой со специями. Вы можете взять помидоры в собственном соку, добавить туда, например, чеснок тертый. Все зависит от того, что вы любите и как вы любите. Все это, знаете, совершенно произвольно и по вашему вкусу. Так, смотрите, какие они хорошенькие получаются. Вот так вот. Такие мини-пиццы очень хорошо брать с собой на ланч, и их обожают дети, потому что они маленькие, такие хорошенькие, удобные и прекрасный вариант, например, положить ребенку в ланчбокс. Ну что, наше тесто покрыто, теперь давайте начинать выкладывать всю нашу прелесть. Что у нас здесь есть? Значит, я предлагаю для начала положить наше мяско. Такие тоненькие слайсы. Это может быть и тунец, кто что, опять же, любит. Куриное какое-то филе со вчера, если у вас осталось. Все пойдет. Это могут быть также шампиньоны. Может быть, какая-то ветчина. Все пойдет, как говорится. Знаете, пиццу очень хорошо делать, когда есть какие-либо остатки в холодильнике со вчера. Ну, это тогда вообще только фантазия вас остановить может. Вот так вот. И еще вот на эту мы тоже положим кусочек. Все, основа нашей пиццы готова. Теперь берем наш перчик сладкий, выкладываем также в произвольной форме. Следующие пойдут у нас помидорки. Пока мы этим делаем. Не хочет уходить. Так, как раз всего получилось по 2. Я прям как угадала. Сладкий лучок очень хорошо сочетается со всеми ингредиентами. Пару колечек на каждую пиццу. Передвигаем. Теперь у нас идут помидорчики. После помидора я немножечко добавлю наш сухой чесночок. Тоже будет очень пикантно. Немножко зелени, я прям ручкой возьму, ничего, думаю. Пару буквально листичков. Вот так вот. Будет у нас такая симфония красивая. Видите, как хорошо у нас получается. Все у нас ушло. Прямо безотходное производство. Ну и, конечно же, буквально ложечку маринованных огурцов.
Если вы любите, вы можете положить сюда оливки. Но опять же, если мы делаем для детей, я немножко подвину, не все дети любят вкус оливок. То есть смотрите, как вы любите и что ваши детки едят. Буквально чуть-чуть для пикантности. Ну и герой программы — тертый сыр. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я возьму просто вот так вот пальчиками, для того, чтобы это смотрелось красиво. У меня руки чистые, вы знаете. Смотрите, сыр можно не жалеть. Я взяла, как я сказала, 100-150 грамм. Смотрите, сколько у вас уйдет. Потому что, опять же, в каждой стране разные сыры. Они, может быть, и называются одинаково как-то, да. У нас, например, тертая моцарелла. Но, видите, то, как этот сыр натерт, бывает тоже. Бывает крупнее, бывает более мелкая какая-то. Какой-то мелкий вариант, да? Все. Вот так вот мы перетрусили. Поэтому неизвестно, сколько у вас уйдет. 100 грамм или 150. Смотрите на ваши продукты в вашей стране. Вы должны знать лучше, что у вас и как. Ну вот и все. Последний штрих. Подберем все лучшее. И смотрите, что у нас с вами получилось. Какая красота. Теперь мы всю эту нашу прелесть, наши маленькие пиццульки, отправляем в духовку. Она у меня уже разогрета до 180 градусов. Где-то буквально на 15-20 минут. Я вам покажу результат. Ну вот, прошло всего лишь 15 минут, и смотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какая прелесть, как все это аппетитно, как все это бюджетно, как быстро и, самое главное, очень и очень вкусно. Это блюдо можно готовить, знаете, когда открываешь холодильник и у вас какие-то остатки остались. Вы можете, как я уже говорила, сделать их с тунцом, с какими-то там скинками, шинками, я не знаю, что у вас есть, ветчина. Все это пойдет, и дети будут с удовольствием есть. Но это альтернативный вариант полезной пиццы. Дорогие мои друзья, меня зовут Виктория Андерс. Спасибо, что были вместе со мной сегодня, вместе со мной готовили. Оставляйте свои отзывы, комментарии. И поверьте, впереди у нас с вами будет еще множество очень вкусных и полезных рецептов. Ну, а раньше я уже с вами делала пиццу, студенческую пиццу, которую я так назвала. Студенческая, потому что она делается за копейки. Это тоже был недорогой вариант, заметьте. Ну что, идем дальше к здоровому образу жизни и кушаем с радостью, с наслаждением, но всегда помним о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Я сейчас все это красиво выложу на тарелочку, сделаю фотографию и покажу вам, как это все выглядит рядом с салатиком. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч. Люблю вас всех. Пока!